обстрел жилых домов в Одессе, есть погибшие, угрозы Кремля в ответ на снятие запрета на дальнобойное оружие, и Лукашенко снова пытается сесть на стул миротворца. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Куда теперь таки можно будет стрелять и когда будут первые удары дальнобойным американским оружием? В Госдуме всерьез взялись за квадроберов. А в Грузии протестующие уже соорудили палаточный городок. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Удары по Одессе. Россияне снова обстреляли жилой массив. На момент записи видео известно о 8 погибших. О пожарах пишут в ГСЧС. Российские пропагандисты уже успели заявить, что удар был нанесен по общежитию с украинскими военными. Но на видео, которое мы не можем вам показать тут, к сожалению, из-за правил платформы, видно тела явно не военных. Вы можете посмотреть видео в нашем телеграм-канале. О последствиях пишут в местной администрации. Предварительно в результате российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших 1 ребенок, 4 человека в тяжелом состоянии. А я напомню, также днем ранее россияне разбили жилой дом в Сумах. Там по состоянию на утро известно, что погибли 11 человек и 89 ранено. И погибших, и пострадавших есть дети. Да, это часть российской тактики запугивания населения. Это однозначно, это терроризм. Поэтому, когда мы там слышим озабоченность всего мира по борьбе с терроризмом, то тут вот терроризм просто террорист, государство, террорист в мегамасштабе безнаказанно практически проводит эти вот акты террора. Расчет делается на влияние на общественное мнение внутри самой Украины, на то, что в какой-то момент начнутся протесты с требованием прекратить войну. Это не сработало до сих пор, и я не думаю, что это сработает. Джо Байден снимает запрет на применение дальнобойного оружия. Перед российскими оккупантами стоит только один вопрос. Какой именно склад, аэродром или другое стратегически важное место нужно будет охранять более усердно? Теперь на всех фронтах российские представители пропаганды или дипломатии пытаются смягчить удар, справедливо считая, что Россия, скорее всего, ничем на это ответить не сможет. Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. Наверное, вот мы прежде всего исходим из этого. И главное, еще раз повторяю, наша позиция абсолютно здесь понятна, должна быть для всех, и она понятна для всех. Эти сигналы были считаны коллективным Западом, и они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге. Постоянный представитель России в Европе пытается угрозами дотянуться до тех, до кого может, и требует от Франции и Британии скорректировать свою позицию по снятию запретов на использование дальнобойных ракет. Великобритания и Франция могут отменить разрешение наносить удары своими ракетами вглубь России, если им есть дело до европейской безопасности. Активизировались пророссийские силы в Европе, как по команде начали выражать свои протесты левые партии и праворадикальные партии тоже. Но пока их голоса выглядят маргинально и звучат чаще всего в российских медиа, чтобы создать соответствующую картинку. Издание Axios пишет, что снятие ограничений касается только Курской области. Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске попадут под удар, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится. Заместитель директора российской программы Фонда в защиту демократии Джон Харди уверен, дальнобойное вооружение не должно использоваться исключительно в Курской области. Он считает, что удары по высокоприоритетным целям по всей территории России могут значительно усилить позиции Киева на вероятных переговорах. Это, по его словам, может вынудить Москву пойти на мораторий на атаки критически важных объектов энергетической инфраструктуры. В Госдуме тоже отреагировали, к слову, глава комитета по обороне говорит, все под контролем, все по плану. Ситуация сложная, но она под контролем. Мы предполагали, что это может произойти, поэтому ничего удивительного для нас нет в этом решении наших бывших партнеров.
будем продолжать выполнять задачи в рамках специальной военной операции, будем ужесточать удары по инфраструктуре, по аэродромной сети, по местам хранения ракет. Ну а то, что все эти ракеты сбиваются нашими средствами противовоздушной обороны, мы это давно знаем. Но кроме того, будет еще ответ, какой обещал наш Верховный Главнокомандующий. Болезненный и неожиданный для них. Есть множество реакций от представителей ЕС тоже и от главного дипломата Евросоюза. Ну а вот, к примеру, министр иностранных дел Нидерландов. Послушайте, я не думаю, что это адекватный ответ, особенно учитывая присутствие северокорейских войск на российской стороне. Так что это действительно хорошая реакция на это. Что я считаю прискорбным, так это то, что информация об этом уже просочилась. Я бы предпочел, чтобы это был сюрприз для русских. Ну а мы спросили у эксперта о том, что означает снятие ограничений, когда можно ждать первых ударов и будут ли они только по Курской области. С военной точки зрения это вообще парадокс, потому что противника заранее предупреждают о том, что по ним могут прилететь, например, атакамс. То есть противнику как будто дается время среагировать, принять дополнительные меры безопасности с военной точки зрения. Если брать с политической точки зрения, что это? Попытка уйти от этого решения как реакция, там, возможно, на какие-то необычные заявления Москвы, чтобы избежать то, чего боятся больше всего наши партнеры, какого-то нового неконтролируемого уровня эскалации. Опять-таки, мне тяжело понять эти аргументы. Вот. Ну, предположим, что решение есть, эти ракеты на территории Украины. Вот. Поэтому, если эти два скажем, ключевых момента совпадают, то тогда, наверное, нам недолго придется ждать, чтобы получить первое подтверждение по практическому применению. Геополитический гений Александра Лукашенко, судя по всему, чувствует опасность и начинает пытаться дружить. Хотя бы показательно, хотя бы с соседями. Говорит, никто же не виноват, что они не в Беларуси родились, и у них нет такого, как он. Наш главный внешнеполитический посыл и наше устремление с соседями надо жить в мире. А не от Бога. Ну что поделать, если поляки веками жили с нами, и то, что руководство Польши сегодня занимает такую гадкую позицию по отношению к Беларуси. Разве поляки в этом виноваты? Ну, в какой-то степени да, они же избирают их, но в большинстве своем поляки хотят жить мирно с нами. То же самое литовцы, латыши, украинцы. Ну, если такую политику проводит руководство. Поэтому мы спокойно, целенаправленно пытаемся выстраивать с ними отношения. Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить дальнейшую политику в отношении Грузии после выборов, где правящая партия «Грузинская мечта» объявила о своей победе, несмотря на замечания наблюдателей о нарушениях. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна перед началом встречи дипломатов ЕС. Это будет интересный разговор, потому что мы очень поддерживаем грузинский народ. Есть некоторые вещи, которые мы можем сделать, но сначала надо прояснить, какими будут следующие шаги в Грузии. Выборы должны быть честными и справедливыми, а в этом есть сомнения. Напомним, оппозиция Грузии не признает результатов выборов, заявляя о масштабных фальсификациях. Тем временем протесты в Тбилиси продолжаются. Демонстранты разбили палаточный лагерь, и обстановка в столице остается напряженной. Акция «Верни свой голос» переросла в митинг у парламента и палаточный лагерь возле университета. Среди претензий нарушение тайны голосования, давление на избирателей. Оппозиция требует повторного голосования под международным контролем, обвиняя власть в отходе от курса на европейскую интеграцию. YouTube замедляет сам себя. В Ростелекоме заявляют, что трудности с видеохостингом вызваны устаревшими серверами Google, которые не обновлялись уже около 3 лет. Российские операторы, включая Ростелеком, действительно фиксируют сбои в работе платформы, но сваливают все на проблемы со стороны американской корпорации, а не на действия отечественных компаний. Интересно, что буквально несколько дней назад директор Мосфильма Карен Шахназаров пожаловался Путину на проблемы с доступом к YouTube. Тот
тот в ответ заверил, что займется этим вопросом. Но пресс-секретарь Путина позже уточнил, что текущие сложности с видеохостингом не являются приоритетной проблемой для россиян. Сейчас это далеко не самое важное, говорит Песков. В Госдуме серьезно взялись за квадроберов, собираются принять соответствующие законы, чтобы их запретить. Ведь сегодня ты квадробер, а завтра родину предашь. Квадроберы оказались началом очень большой и серьезной, такой глубокой истории, которая приводит нас к тому, что дети отказываются просто от человеческой сущности. Дальше, когда ребенок начинает есть уже из собачьей миски, дальше, когда в него уже проникает идеология, и ведь не сама по себе, да, кто-то же ребенку эту идеологию, значит, кто-то ее доносит о том, что ты не человек, ты не человек, ты вот там кошечка, животное, не знаю, птица, и, соответственно, нечеловеческие законы тебе не писаны, не страшно тебе ничего, но поскольку ты же не человек, ты же, наверное, можешь прыгнуть с крыши на крышу, да, ты, наверное, можешь, там, не знаю, спать на улице. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.